снимаешь? В общем, так, дорогие подписчики, здравствуйте. Сегодня мы пробуем стопарик. Блять, сука, сигарета упала. Сегодня мы пробуем стопарик, сука. Стопарик, собственно, непростой. Непростой, с перчиком, смотрите. С перчиком. Видно там? С перчиком. Такой красненький. Собственно, ну, скорее всего, это наебало, потому что перца я тут, собственно, не наблюдаю. Видите? Без фотошопа все, без графики компьютерной. Тупо прозрачное стекло. Собственно, вот он. Многие подписчики мои, в принципе, могли заметить то, что на предыдущем стопарике лента была уже сорвана, поэтому там могла быть вода, но нет. В этот раз все будет чисто. Вот лента, видите? Лента, все здесь. Запечатанный стопарик, не открывается. Вот видите? Все не открывается. Вот пробую. Собственно, вот даже тут целая марка акцизная. Собственно, ну, что можно сказать по поводу этого стопарика? Из плюсов можно сразу отметить, что срок годности не ограничен. Собственно, это уже как бы неотъемлемый плюс. Тут на дне гравировка написано «свет». Вот свет. Ну тут вряд ли будет видно, но тут написано «свет». То есть, как бы православный. Что, в принципе, сразу понятно. Потому что написано на русском. Собственно, значит, несет русскую с собой силу. По изготовителю тут, в принципе, ничего интересного. Тут также дан e-mail, телефон бесплатной горячей линии. Если что, то все претензии туда. Объем также 0,1 литр, 40 градусов. Вот QR-код. Можете тоже посмотреть. Можете проверить. Тут всякие прикольные рисуночки есть. Так, собственно, тут даже леса нарисованы. Смотрите. Леса вот видно? Вот леса нарисованы. Значит, в принципе, продукт природного происхождения. Природный натуральный продукт. Вот, конечно, очень есть большие опасения. Потому что перчик нарисован, даже два перчика. Если бы был хотя бы один перчик нарисован, то, в принципе, еще, да, ладно. Два перчика как-то уже опасения вызывают. Прошу прощения, конечно, я болею просто. Вот как раз посмотрим на живительную силу стопарика. Так, ну, собственно, да, самое главное, дата изготовления 18, 11, 17. То есть уже как бы прошлогодний. Это, конечно, уже как бы недочет маленький. Срок годности не ограничен. Срок годности, конечно, не ограничен, но товар-то, знаешь, не первой свежести как бы уже получается, уже прошлогодний. Ну что ж, ну, знаете, вино, оно чем больше хранится, тем оно как бы вкуснее, качественнее, раскрывается вкус. Вот надеюсь, что так же. Тут там же перчик еще, кстати. Вот может он тоже раскроет вкус как бы этого сия 40-градусного напитка. Тут, кстати, смотрите, тут еще прикольно, тут еще леса в QR-коде. Технологии 21 век. Что ж, ну, граней тут я, конечно, много граней, я считать не буду. Не зря же меня из университета выгнали. В принципе, тут еще из плюсов, конечно, можно заметить, что горячая линия, она бесплатная. То есть можно звонить бесплатно. Бесплатно. То есть можете звонить как бы с телефона спокойно, вас деньги не снимут. Потому что бесплатная горячая линия, вот. Что ж, смотрите. Приступим все-таки к открыванию стопарика. Я беру аккуратно, вот смотрите. Сейчас будет небольшой мастер-класс, как это делать. Вот так прижимаете, чтобы ровно оторвалась акцизная марка. Собственно, прижимаете тут, чтобы ровно все было. Так, и вот так вот давите, тянете от
как бы, ну, у меня вот немножко неровно вышло, но это бывает все-таки, это с опытом приходит, я все-таки относительно новичок в этом деле. Но крышка, кстати, алюминиевая. Алюминиевая. Открывается хорошо, надежная алюминиевая. Не какая-то там пластиковая или еще что-то. Открывается, ну, в принципе, открывается, ну так, ну усилие надо, конечно, приложить. Но, в принципе, почти любой человек может открыть, я думаю. Оп. И она, вот уже недочет сразу пошел. Ой, сразу недочет пошел. На половине, видите, я половину сорвал. И она как бы уже все отлетает. Это, собственно, уже недочет. Потому что мало ли вдруг вот случайно, когда при перевозке, допустим, оторвет половину, и все, уже откроется и прольется как бы. И уже как бы продукт уже будет уже вскрыт, испорчен, собственно говоря. Так, ну крышечка отложим. Крышечка, собственно, как и в предыдущем стопарике, тут поролон. Это для большей герметизации. Пахнет стопариком. Ничего нового. Так, оценим запах. Пахнет, собственно говоря, такие нотки, знаете, спирта. Такой проспиртованный напиток, сразу понятно. То есть с водой не спутать. Полотенце здесь, собственно, это как мера предосторожности, знаете. В этом деле лучше, я считаю, подготовиться сразу заранее, прежде чем готовить последствия, разбирать. Ну, конечно же, атрибутика, сигарета, как куда же без стопарик, без сигареты. Это, собственно, святое. Сегодня я взял, сигары закончились. Пенсия у меня придет только, к сожалению, через неделю, даже полнедели. Поэтому я сегодня на бюджетном варианте за 120 рублей всего лишь, как бы Marlboro, 2 кнопки, синяя и фиолетовая. Вот тут видно, в принципе, синяя фиолетовая кнопка, картинка онкозаболевания. То есть вот что может быть с вашими легкими, если вы будете курить. Но, да, скорее всего, да. Что ж, сигареты уже некоторые тут выкурены. Так что это не бутафория обычная, это сигареты реальные, настоящие. Многие могут подумать, что это бутафория, но посмотрите, здесь настоящий табак. Тут даже опилки вон где-то есть были, я помню. Вон, видите, если присмотреться, то можно увидеть. Кнопки я уже нажал, к сожалению, вы не услышите этого уже звука. Вот видите, не смог удержаться, к сожалению. К сожалению, уже нажал. Потому что люблю, как сказать, нажимать на шарики. Вот. Собственно, зажигалка, ну, обычная. Кстати, очень удобная зажигалка, смотрите. Это необычная зажигалка, которая может быть. Это обычная зажигалка, вот она нажимает. Это автоматическая, кстати, зажигалка, необычная даже. Но она, видите, она нажимается просто. А тут очень удобная зажигалка, смотрите. Она нажимается вот сбоку. Просто так палец скользит и огонь зажигается. Я считаю, что это очень удобное дизайнерское решение. В принципе. Потому что очень удобно, реально. И тут еще даже переключатель есть, вот, регулировать пламя. Собственно, поджигаем сигаретку нашу. Это надо делать очень элегантно. Вот так вот. Блять, задул. Вот от сигареты я не кашлю, как в прошлый раз, потому что сигара это уже как бы... Сигара это уже серьезная гаубица. Так, собственно, тяну я, потому что очень боюсь. Боюсь, потому что это напиток непростой, как предыдущий стопарик. Этот напиток с перчиком. И я как бы не уверен в том, что со мной будет после того, как я его выпью. Поэтому я и волнуюсь. Собственно, кружку с стопариком мы используем для чая, потому что чай у меня, к сожалению, закончился. Все свои деньги я
все свои деньги я спустил на стопарики. Никогда так не делайте. Это очень опасно. Потому что может как бы дыхание перебить. Бля. Собственно, я считаю, будет справедливым, если в этом стопарике есть перчик, почему не добавить огонька? Собственно, ну, полетели. Сука. Стопарик реально с перчиком и с огоньком получился. У меня слезы потекли, ребята. Ребята, без закуси вообще пиздец. Реквизит потерян. И пока живой. Борода вся в водке. Сразу чувствую, что вылечился уже. Собственно, перчика реально на 2 из 5. О, ребят, слезы текут. Перчик до сих пор во рту чувствуется. Реально, ребята. Ой, ребята. По-моему, уже голова кружится. О. Короче, через минут 10, я думаю, 20 он начнет действовать. И мы запишем новое видео по тому, какие последствия все-таки от нашего стопарика вышли с перчиком, огоньком. Потому что это, ребята, уже... Это самое жесткое, что я пробовал. Это просто невероятно, ребята.